Здравствуйте. На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме талибов принято хвастаться достижениями народного хозяйства. Прежде задачи были грандиознее, достижений полагалось больше, для этих целей использовали ВДНХ. Сегодня, кроме террористов, впечатлить некого, вместо выставки в Москве используют степенный междусобойчик в Санкт-Петербурге. Два главных достижения автомобильной промышленности сегодняшнего СССР – рестайлинг Ауруса и новый кроссовер АвтоВАЗа. Аурус должен был стать русским Роллс-Ройсом, но, несмотря на добросовестно скопированный форм-фактор чемодана, получился Крайслером, от которого нечаянно взяли самую выразительную часть облика – фары головного света. Все 7 лет немецко-китайский Аурус был родственником 300-го Крайслера, возомнившего себя Роллс-Ройсом. 7 лет производственных раздумий привели к замене оптики, и талибам показали новое выражение лица. Еще поменяли решетку. Поскольку главными на российском автомобильном рынке стали китайцы и придворную марку Коммунистической партии Китая Хунци активно пытаются сделать частью русского пейзажа, Аурусу поставили решетку радиатора от китайского Хунци с ощутимым оскалом. Получилось нелепо, безвкусно, но в НАМИ, где все эти годы изобретает Аурус, дизайнеров со вкусом нет. Еще изменился вид задней полки, номер переехал с багажника под бампер, новые задние фонари. Технические изменения скрыты государственной тайной и свелись к замене немецких комплектующих на китайские. В остальном Аурус остался прежним. Талибам показали самую понятную версию – Аурус Сенат скрытого бронирования. Рестайлинг был готов год тому назад, но талибы не ехали, достижения народного хозяйства попридержали. Более важная новинка широкого потребления – кроссовер АвтоВАЗа. Это новая русская машина, называется «Лада Азимут». Был Меридиан, но это давний проект москвича. Азимут требуется считать кроссовером. Он сделан на платформе Весты, но с новыми кузовными панелями и новой архитектурой, поскольку крышу пришлось поднимать ради кроссоверных пропорций. В длину Азимут короче Весты на 29 мм, выше нее на 85 мм, шире на 53, что не имеет отношения к истинным размерам, поскольку ширину измеряют по зеркалам. Любое значение отражает не реальные габариты, а насколько лопоухие эти зеркала. Технически это все та же прежняя Веста, поднятая на высоту дорожного просвета в 208 мм, что потребовало сделать новую заднюю подвеску. Когда из седана Лады Весты сделали приподнятый универсал СВ Кросс с просветом в 203 мм, машина потеряла курсовую устойчивость. Обычная Веста с клиренсом в 147 мм дорогу держала. Как только встала на цыпочки, разучилась. Азимут еще выше, и подвеска не справилась. Пришлось переделывать в надежде удержать автомобиль на прямой. Все новости про Азимут в будущем времени. Через пару лет машина получит все самое лучшее, а пока что есть. Моторов 2, оба от Весты, объемом 1,6 и объемом 1,8. Это очень неудачные двигатели. Флагманский 1,8 с заявленной мощностью 122 лошадиные силы ни разу этой характеристики не подтвердил. Для более тяжелого Азимута из этого мотора выжили 132 лошадиные силы в надежде, что он справится, но мощность только на бумаге. Поэтому для Азимута купят китайский двигатель Черри в 150 лошадиных сил. Коробки передач 2, обе китайские, механика и вариатор. Обещают автомат, тоже китайский. По поводу китайских деталей в русской машине директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил талибам: мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства. Заявленный уровень локализации 146%, не ниже 90%. Важная новость в будущем времени – обогрев передних боковых окон. В мире существуют варианты обдува, но нет вариантов со спиралью. Теперь будет. Показанный талибам автомобиль Азимут не предсерийный, а ходовой макет, сделанный за границей. Традиционный партнер АвтоВАЗа для их производства итальянская фирма Vercar Model. Что в машине самое важное и от чего АвтоВАЗ старательно увел всеобщее внимание? Азимут не имеет полного привода и никогда не будет. Это переднеприводный автомобиль без возможности получить пару задних ведущих колес. Поэтому Лада Азимут не кроссовер, а универсал. Рыночная ниша. Занять место модели X-Ray, провалившейся из-за отсутствия полного привода.
То есть на смену одному бессмысленному автомобилю сделали другой бессмысленный автомобиль. При советской власти все, что происходило в стране, случалось только благодаря товарищу Сталину, который о каждом из нас заботился в Кремле. Директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов обучен кадровому маневрированию, поэтому, поздравляя страну с новым достижением в автомобилестроении, воздал должное Коммунистической партии и лично товарищу Сталину, сказав о себе в третьем лице: «Мы благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и личный контроль». Самые страшные тайны в СССР были от самих себя. Иностранцы заранее знали, кто такой Гагарин и куда он летит. Заграница имела точные координаты любых военных объектов Советского Союза. О смерти товарища Брежнева первым рассказал «Голос Америки». Советским гражданам не полагалось знать ни точных координат родной деревни, ни правды о своей стране. Информация о счастливой жизни при советской власти засекречена до сих пор, и любые раскрытые архивы вызывают скандал, потому что нашим людям до сих пор запрещено знать правду. При советской власти немцы ФРГ издавали очень удобные карты мировых столиц «Фалькплан». На карте Москвы, кроме всего прочего, была схема столичного метро с указанием будущих станций на десятилетия вперед, что составляло государственную тайну. Немцы схему знали наперед, в СССР нет. В Министерстве геологии висела карта всех месторождений полезных ископаемых страны с указанием координат. Допуск к карте оформлялся через первый отдел, она располагалась в отдельной комнате без окон, была зашторена плотной занавеской, дверь опечатывалась на ночь и ставилась на сигнализацию. На карту разрешалось смотреть ограниченное время в присутствии сопровождающего лица, не делая выписок. Отпечатана карта отличного полиграфического качества была в ФРГ. Когда в нулевые годы в автомобилях стали появляться штатные навигаторы GPS, ФСБ запретила ввоз таких машин, разослав приказ дистрибьюторам и дилерам. Граждане свободной России не смели знать точных координат окрестных заборов, за которыми по-прежнему скрывались военные тайны. Операция «Паутина», блистательно проведенная ВСУ, уничтожившая стратегические бомбардировщики на дальних от войны аэродромах, разворачивалась вдоль дорог и опиралась на мобильную связь региональных операторов. Поскольку закопать аэродром вдали от дорог невозможно и к самой секретной точке базирования неизбежно понадобится асфальт, ни один военный объект России не спасется от следующей атаки ВСУ. Приедет грузовик с бытовкой, библиотекарь с книгами, колхозник с автолавкой, грибник с поклажей. Из его машины стартует дрон и уничтожит следующий самолет, ракетную установку, штаб с генералами, дачу Путина вместе с его секретным содержимым. Поэтому в стране не должно быть дорог, и вдоль шоссе не должно быть связи. Про дороги мы знаем давно. Исторический анекдот эпохи, когда русский царь обсуждал ширину железнодорожной колеи и приказал сделать ее шире, чтобы она ни в коем случае не совпадала с европейской, пояснив: иначе следующий Наполеон к нам по ней и приедет. Гитлер пошел на Советский Союз в 1941 году, в том числе благодаря окончанию строительства Минского шоссе. Появилась удобная дорога на Москву, и можно было начинать. Шутка, что отсутствие дорог в России – это стратегический план обороны, вовсе не шутка. Теперь шуткой перестает быть отсутствие связи. Путин, катаясь на 3 желтых калинах по трассе Амур, сгоряча повелел обеспечить ее бесперебойной связью на всем протяжении и даже замахнулся на прочие дороги страны. Сейчас его поправили ВСУ, сделавшие то, чего всегда так боялись русские генералы. Враг приехал по дороге прямо к нужным воротам, а путеводной звездой для атаки стала сотовая связь вдоль шоссе. Связь давно глушат в центре Москвы, возле Кремля, чтобы следующий Матиас Руст не прилетел. Связи нет на столичном кольце. Отныне связь глушит при первых звуках летящего дрона. Теперь станут глушить при первых звуках грузовика, везущего строительный вагончик. Россия всегда будет воевать. Ее суть и смысл в войне. Россия создана не для хорошей жизни, а для постоянной войны. Поэтому руководство страны считает, что все хорошее, что строится и создается в России, может достаться врагу. Следовательно, в России не должно быть ничего полезного, помогающего неприятелю, дорог и связи.
Других способов одолеть чужое коварство нет, кроме как испортить жизнь в своей стране, чтобы заодно плохо стало всем, кто приедет воевать. Украина показала умелое использование российской инфраструктуры. Следовательно, пора избавляться. На Петербургском экономическом форуме глава Автодора Вячеслав Петушенко заявил: отдельные участки федеральных трасс в России всегда будут оставаться без мобильной связи. Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. Не потому, что Минцифры плохо работает, а потому, что есть закрытые территории. Связи там просто не будет. Петушенко объяснил, что связи не будет не только в глуши, где секретные воинские части, но и в центре, приведя в пример закрытые территории на трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург. «Подстраивайтесь под дорогу, которая есть», — сказал руководитель Автодора. «Подстраивайтесь под страну, которая есть». Самое главное событие в мире, самое важное на Земле, лучшее в 21 веке. После 25 лет перерыва возвращается Camel Trophy. Называться будет ничуть не хуже – Defender Trophy. Главное автомобильное приключение в мире – Camel Trophy появилось в 80-м году и было на себя не похоже, закономерно оставшись незамеченным. Несколько немцев поверили в джип и попробовали на пятых CJ одолеть бассейн Амазонки. Приключение получилось, одолеть нет. На следующий год организаторы обратились за поддержкой к фирме Land Rover и неожиданно получили еще и титульного спонсора, американскую Reynolds Tobacco, владельца бренда Camel. И все получилось. И приключения, и организация, и путешествия, и внедорожность. Главное достоинство Camel Trophy – доступность. Участвовать можно всем миром из любых стран. Полагалось знать английский, уметь водить, заполнить анкету. Целый год по странам проходили национальные отборы, затем кандидаты ехали на финал в Испанию, где формировались окончательные команды. Экипаж – 4 человека, 2 участника, 2 журналиста. Camel Trophy затмил все прежние известные развлечения человечества – ралли, рейды и марафоны, Пекин-Париж, Лондон-Сидней, Лондон-Мехико, тур Европы, Париж-Дакар. Там гонялись профессионалы и заводские команды, люди с бюджетом. На Camel Trophy по странам и континентам гоняли обычные люди без имущественного ценза и вступительного взноса. Потом зеленые взялись уничтожать жизнь на земле с обязательным давлением на сигареты, запретили человечеству рекламу и продвижение табака и в 2000 году попутно прикрыли Camel Trophy. В 2003 возникла идея попробовать еще раз, но теперь без сигарет. Мероприятие получило название G4 Challenge, и кроме отказа от табака нечаянно отказалось от лендроверов, сделав ставку на водные упражнения, рафтинг, греблю. В 2008 году Camel Trophy умер окончательно. И вот теперь автомобильная фирма Land Rover возвращает главное автомобильное приключение на свете. Правила прежние. Национальный отбор в 50 странах. Принять участие может кто угодно. Маршрут пройдет по Африке. В партнеры британский Land Rover взял свою английскую некоммерческую организацию, занимающуюся сохранением дикой природы в Африке – Task Trust. Если в первом Camel Trophy директором пробега назначался отставной британский спецназовец в звании не ниже майора, теперь руководить караваном будут муж и жена Марк и Беллин Коллинз. Они лучше всех умеют спасать носорогов в Африке и научат этому остальных. Отбор в 50 странах означает 50 машин в караване плюс машины оргкомитета и поддержки. И все вместе они поедут длинной вереницей по саванне, улучшая окрестную флору и фауну в намерении не задавить ни одну антилопу и не потерять ни одного лендровера. Приключение гарантировано. Причина возрождения Camel Trophy в нынешнем Defender'е образца 2020 года. Он не легендарный. Обычная проходная модель со случайно доставшимся именем знаменитости, к которому машина не причастна. А нужно, чтобы и причастна, и все сама, и на глазах у всего мира, и чтобы в итоге легенда. Добиться этого продажами не получается. К тому же лакированную игрушку покупают богатые горожане, чтобы когда-нибудь в следующий раз влезть на гору, а пока ездит в театр и в качестве особого воскресного подвига в супермаркет за пивом.
Поэтому вместо них на Defender'ах поедут настоящие искатели приключений по настоящей Африке и настоящему бездорожью. Land Rover уже как-то раз пытался отделаться более дешевой затеей и в 2022 выпустил специальную серию Defender Trophy Edition. Но клиенты во фраках не распознали в машине никакого трофи, и затея угасла. Зато теперь будет настоящий Camel Trophy, для которого машина имеет второстепенное значение, поскольку за руль попадут те, кто умеет водить любую технику, рубиться сквозь любые преграды, выживать в дикой природе. Лучшее автомобильное приключение в мире – Camel Trophy – стартует в августе 2026 года. Стереотипы помогают обывателю и мешают маркетингу. Стереотип – заранее сформированное мнение о том, чего не пробовал. Американские джинсы не носил, но они лучшие. Японский магнитофон не видел, но он отличный. Финский сервелат не ел, но он вкуснее. Стереотипы позволяют меньше мучиться с выбором и легче принимать решения. Это подсказки, проверенные чужим опытом и авторитетным мнением в широком диапазоне от соседа по гаражу и до Consumer Reports. Автомобильные стереотипы обязательно содержат географию. Немцы лучше всех, американцы молодцы, японцы самые надежные, корейцы не хуже, но им еще рано, французы ничего не умеют, все итальянское одноразовое. Вооружившись этими глубинными наблюдениями, выбрать покупку легче и проще. Заранее понятно, куда идти, а где не показываться, какой дилер свой, а какого необходимо обходить стороной. Легкий коммерческий транспорт. Фургон малой грузоподъемности, около 1200 килограмм, можно чуть меньше, чтобы проезжать под знак в центре Москвы, в правах категория «Б». Заранее понятно, что лучшее предложение будет у Toyota. Стереотипы констатируют, Toyota не ломается. В Японии свои законы физики, отличные от остальных на Земле. Toyota живет вечно, не требует ремонта. Коммерческая Toyota прочнее гражданской и прослужит бизнесу и семье годами. Двигатель у Toyota миллионники, поэтому достаточно один раз купить, чтобы всю жизнь ездить. В Европе коммерческий фургон Toyota будет на любой вкус. Электрический имени Греты Тунберг, нормальный дизельный и резвый бензиновый. Правильный ответ – Toyota Pro Ace. Лучшая во всех отношениях машина, которая никогда не подведет в силу настоящего японского качества. Сделана в Японии, японцами, для японцев, а они никогда не халтурят. И никто не переспросит, с какой стати Toyota, лишь позавидуют. На другом полюсе стереотипов Fiat Scudo. Тут тоже все ясно. Выбор недотепы, которого ловкий дилер обвел вокруг пальца, уговорив купить этот ущербный хлам, польстившись на скидку и бесплатные коврики. Scudo, как любой автомобиль итальянской сборки, сделанный в Италии для итальянцев, выдерживает только сиесту и ломается сразу, когда предстоит работать. У Scudo будет вялый мотор, плохая подвеска, отвратительная сборка. Не лучше и с французским Peugeot Expert. Итальянца Peugeot превосходит двигателем, особенно дизельным. Французы делают лучшие в мире дизеля объемом до 2 литров, и когда все остальное отвалится, двигатель еще будет живой. Еще одно преимущество: француз, в отличие от итальянца, не гниет. Peugeot не случайно первой в мире стала давать заводскую гарантию от сквозной коррозии на 12 лет. Так работать по металлу больше никто не берется, слишком затратно. Неплохим выбором станет Opel Vivaro, потому что немец. В Германии законы физики ближе к японским, и хотя Opel в глазах обывателя не эталон, по надежности к японцам ближе остальных. Стереотипы содержат отдельную главу песнопений, посвященных надежности немецких моторов и германской школе двигателестроения. Поэтому в случае, если не достался французский дизель, можно брать бензинового немца, поскольку он самый лучший из возможного. Opel Vivaro выиграет у любого итальянца и француза по качеству сборки. Собранный в Германии немцами для немцев, автомобиль не станет раздражать скрипами, отваливающейся фурнитурой, открутившимися гайками и выпавшими саморезами. Контроль качества у немцев аналогичен японскому, что делает покупку Opel вполне разумной. Как хорошо, когда стереотипы позволяют структурировать проблему заранее, все разложить по полочкам и не ошибиться дилерской дверью. Но есть нюанс. Японская Toyota Pro Ace, итальянский Fiat Scudo, французский Peugeot Expert, немецкий Opel Vivaro, и заодно Citroën Jumpy. Это одна и та же машина.
Не разные модели на общей платформе, а одна единственная машина с разными фарами, бамперами и логотипами. У этого автомобиля все одинаковое. Все из одной бочки и везде Франция. Машина разработана французскими инженерами, выпускается на французском заводе «Севель-Норд» в городке Лье-Сен-Аман. Качество исключительно французское, общее и для щепетильного «Опеля Вивара», и для безалаберного «Фиата Скуда», и для безукоризненной «Тойоты Про Эйс». Лишь в самом конце конвейера, где парижские куртизанки клеят эмблемы, стоит бочка, и единственный на все производство живой японец окропляет «Тойоты» настоящим японским качеством. Из возможных нюансов – моторы. Их огромная гамма разного объема, но в действительности их два – либо Ford, либо PSA. Для тех, кто вздрогнул и хочет под спасительную сень стереотипов, японской сборки этого автомобиля не бывает. Нет на свете ни одной нынешней Toyota Pro Ace японского качества. Но есть возможность избежать чисто французского эксклюзива. Подсборка из французских машинок-комплектов организована в Турции, Англии, Германии, Уругвае, благодаря чему качество получается франко-уругвайское, франко-немецкое, франко-английское, франко-турецкое, до недавнего было франко-русское, когда машину собирали в Калуге. Как быть, если факты противоречат стереотипам? Когда хочется верить в сказку, что свойственно не только детям, но и взрослым, тогда за французским автомобилем можно смело идти к японскому дилеру. Если же обманываться нет ни сил, ни желания, ни денег, тогда остается выбор прагматика. И машину имеет смысл купить там, где есть надежда на недорогие ТО, доступные запчасти, выгодные сервисные программы. Но для этого необходимо набраться смелости и расстаться со стереотипами. Оказывается, у китайцев комплекс перед бледнолицами. Вроде бы китайцы безоговорочно верят в собственное превосходство, 5000 лет своей цивилизации, презирают всех вокруг, но при этом неуклюже учатся быть европейцами, подражают американцам и спорадически стараются сыграть бледнолицых. Китайская Джили, купившая себе немножечко Швеции и Великобритании, ставшая хозяевами Volvo и Lotus, услышала, что в Америке с 1910 года отмечается День Отца. Светлый день в честь хороших пап, которые в жизни сделали все правильно. Но как сыграть в хорошего папу знают в Америке и Европе, и не у кого спросить в Китае. А день в календаре вроде бы приметный, надо поспешить, сдвинув корону своего превосходства и вглядевшись в чужое. Джилли решила ко дню американского отца снять рекламный ролик. Но с какой машиной? Продвигать Volvo, Lotus нерационально. Пугать Америку и Европу собой рано. И вроде бы заранее понятно, что лучше не лезть не в свои сани, но у китайцев отсутствует понятие стыда. Им не бывает стыдно. Зато отказ от намерений или признание собственных ошибок в китайском менталитете расценивается как потеря лица и недопустимы. Иными словами, у китайцев ни стыда, ни совести, для них это норма, что является заведомо проигрышной позицией в заигрывании с Западом. Не найдя подходящего решения, Джилли смастерила для американского рынка ролик с машиной M-Grand, неведомой для американцев. Прежде рекламу снимали, теперь ее поручают искусственному интеллекту, который оказался во всех смыслах тоже китайским. Некий американец в клетчатой рубашке вместе с маленьким сыном поехал на неизвестной китайской машине по Америке. Навигатор подтверждает, что папа едет на контрабандном автомобиле именно по Америке, по межштатной магистрали номер 5, Interstate 5, вдоль западного побережья из Калифорнии через Орегон в штат Вашингтон. Поскольку часть контрабанды попадает в Америку из Канады, возможно, тут кроется подсказка, откуда взялась такая странная машина. В процессе покорения Америки машина меняет цвет и облик. Для китайских ценителей марки метаморфоза понятна. Это M-гранды разных поколений. Ехала китайская машина по Америке настолько долго, что папа начал стареть, а сын вырос до вполне взрослого человека приличных размеров. Когда M-грант из белого превратился в желтый, спустило колесо. Оказывается, в Китае есть своя версия, как это происходит. Шина снизила профиль и увеличила ширину. Папа с сединой в бороде и бесом в ребре полез за инструментом, нашел добротный ящик с ключами и самый неподходящий вручил юноше в голубом костюме.
баллонного ключа китайцы еще не изобрели. Поэтому американский папа, демонстрируя обостренное отцовство, вручил сыну рожковый ключ. Крутить им колесные гайки крайне трудно. Но у этих двоих безысходная ситуация. Вокруг необитаемая страна, жизнь проходит, близится старость, сын уже голубой. Зато Китай — страна возможностей, и рожковый ключ внезапно тоже взрослеет и становится разводным. Работая над роликом, искусственный интеллект, недоразвитый не хуже Китая, узнал о разных ключах, переделывать не стал, добавив обновленную версию в повествование. М. Грант сумел выбраться из патовой ситуации среди бескрайней страны, но времени потратил непростительно много. Поэтому в следующем кадре папа уже окончательно старый, седой, на костыле. В ночи он обессиленно бредет из госпиталя к автомобилю. На папе прежняя рубашка. Сын в белой рубашке, синем галстуке подманивает папу ключом от машины. Когда папа наконец-то садится, сын открывает бардачок и предъявляет ржавый гаечный ключ новой конструкции. Теперь он накидной, но такой же старый, как папа. Видимо, сын со всей китайской изощренностью дал понять отцу, что он такой же неуместный в жизни, как ржавый ключ в чистом бардачке. Тяжело быть американцем, когда ты китаец. Как изобразить тех, кого не понимаешь и, судя по всему, завидуешь? Как отметить чужой праздник, суть которого почему-то осталась неразгаданной, хотя в Китае есть сопоставимый День стариков. Отмечается каждый год в 9-й день 9-го месяца по лунному календарю. Увидеть сходство и поставить знак равенства между праздниками китайцы не смогли. Как в автомобилестроении, где для понимания очевидного им требуется импортный коуч, умеющий рассказать китайцам, что же они конкретно видят, что это значит и как быть дальше. У себя в Китае на День стариков Джили не создает рекламу про ржавые гаечные ключи. Нелепый ролик разместили в Инстаграме. Америка его увидела, назвала самой плохой рекламой автомобиля и самой плохой работой искусственного интеллекта. В отличие от китайцев, американцы во всем разобрались быстро. Что приходит на ум, когда вы слышите «клуб владельцев Rolls-Royce»? Аристократизм, помпезность, снобизм. Здесь стоит неизбежный классовый фильтр, вынуждая в подобающем свете видеть Rolls-Royce и людей, которые могут себе их позволить, от новых моделей в шестизначном диапазоне до семизначных винтажных образцов, достойных лужайки Пебл-Бич. Владельцы Rolls-Royce'ов живут в мире, сильно не похожем на наш, заставляя нас верить, что мы каким-то образом отличаемся. У нас нет ни одного совпадения. Мы иначе выглядим, разговариваем, тратим деньги. А они собираются своим клубом раз в год, в любой стране по выбору. В клубе Rolls-Royce 6 тысяч человек из 50 стран. Обычно все, что связано с Англией, имеет традицию в несколько веков, но клуб с извинениями констатирует, что создан лишь в 1951 и оправдывает это Америкой. Был бы английским, непременно начался бы за пару веков до появления автомобилей. В этом году клуб владельцев Rolls-Royce'ов собрался в Колорадо-Спрингс. Приехало сотни людей и десятки автомобилей всех эпох, чтобы поездить на машинах друг друга, хорошо поговорить, красиво отдохнуть. Особенность ежегодного съезда – это не закрытая секта с непременным дворянством, а открытое мероприятие для всех. Главная цель всеобщего сбора не в том, чтобы пожать руку в лайковой перчатке, а расширить сообщество ценителей. Иными словами, здесь нет классового фильтра, тут рады всем. Но ведь мы же заранее знаем и поэтому не верим в широкие улыбки людей на дорогих автомобилях. Они одинаково аристократично улыбаются на обложке журнала Forbes и на фоне собственного Rolls-Royce. Их дружелюбие – такой же дресс-код, как фрак, лимузин, Rolex. Ни единой ноты искренности, участия, внимания, лишь обязательная вежливость недосягаемых. Не так. Во-первых, они не все миллионеры. Многие из них никогда не покупали свои Rolls-Royce, получив машину по наследству. Тем самым недосягаемым, холодным, вежливым был прадед. А нынешний владелец – замечательный человек, сохранивший семейную реликвию, ни в коем случае не испачкавшийся о чужой достаток. Во-вторых, многие машины на лужайке не куплены по прихоти в порыве коллекционных страстей за миллион,
а старательно выбраны на свалке под долгую реставрацию, длиной в отдельную жизнь. И их стартовая цена не дороже Volkswagen Golf. В-третьих, вы не отличите одного от другого, и миллионер, специально ради встречи, купивший свой Rolls-Royce вчера на аукционе по цене островного государства, выглядит и ведет себя так же, как наследник, в остальные дни катающийся на Toyota Corolla. В-четвертых, это в России человек на дорогом автомобиле по совместительству царь. В нормальном мире люди ведут себя прилично не в силу денег или их отсутствия, а в результате хорошего воспитания и культурных традиций. У них так принято всегда. Клуб владельцев Rolls-Royce'ов на ежегодном съезде не только катается, обнимается, улыбается, но еще и крутит гайки. Вы когда-нибудь видели десяток владельцев Феррари с гаечными ключами вокруг поднятого капота? При том, что Феррари кладет в багажник своих машин роскошный замшевый кофр с инструментом, где на выдвигающихся полках лежит исчерпывающий набор гаечных ключей, а в верхнем ящике белоснежные перчатки. А владельцы Rolls-Royce в Колорадо-Спрингс проводят мастер-классы по ремонту, техобслуживанию, регламентам, сгрудившись вокруг поднятого капота. Обязательный элемент – дети. В этой толпе людей с закатанными рукавами непременно есть подростки, которым дают задание отрегулировать клапана или подтянуть ремень, потому что только прикоснувшись руками к инженерному шедевру, к великой скульптуре, почувствовав и поняв, становишься ценителем и знатоком, а не поклонником и рецензентом. Роллс-Ройсы совершенно и аристократично капризны. Мастер-класс у открытого мотора посвящен еще и важным подсказкам по будущему владению, когда мальчики подрастут и смогут остальным ценителям помогать не только словом, но и делом. Недельное мероприятие завершилось гала-концертом и вручением наград членам клуба по разным поводам. От приза Best of Show за самый красивый автомобиль до награды «Волонтер года» для самых трудолюбивых активистов. Про себя члены клуба владельцев Rolls-Royce'ов говорят: «Вы напрасно ожидаете увидеть здесь пафосных людей. Нас объединяет совсем иное. Мы любим автомобили и еще больше любим людей, которые любят автомобили». Но ведь так не бывает, чтобы все, кто на Rolls-Royce'ах, оказались как мы. Председатель клуба говорит: время от времени к нам приходит новый участник, который пытается вести себя неряшливо. И мы просто смотрим друг на друга и говорим: он особенный, у него денег больше, чем здравого смысла. Признак нормальной страны. Праздник без повода. Просто потому, что лето и выходной. Этого достаточно, чтобы грянуть пробегом, мероприятием, выставкой, фестивалем. В Европе на выходные на площадях, дорогах, городках возникают колонны винтажных автомобилей, россыпи ларьков, люди в хорошем настроении. Но только Вильнюс позволяет себе фестивалить на центральной улице, перекрыв главный проспект Гедемина. Такие же радостные французы, немцы, испанцы не станут перекрывать Елисейские поля, Унтерден-Линден, улицу Гранвиа. В Москве Тверскую могут перекрыть только танки. Мемель Моторфест – это автомобильная выставка под открытым небом протяженностью в 10 лет. Мемель – старое название Клайпеды, что говорит о стартовой точке мероприятия в прошедшие выходные, вышедшего на парадную улицу столичного Вильнюса. Задача Мемель Моторфест – поднять настроение. Автомобили с этим справляются отлично. И люди, умеющие превратить любой день в незабываемый, для чего достаточно подручных средств, доброго сердца, широкой улыбки.
Важнейшие эпизоды детства начинают формировать будущую взрослую жизнь, когда ты пошел с мамой за мороженым, а внезапно оказался за рулем Кадиллака, потому что вокруг те самые люди, которые в своем детстве точно так же сидели за рулем других машин и тоже были счастливы, поскольку все взрослые вокруг правильные. Америка – страна по производству великих автомобилей. У них пикап для фермера, и тот получается настолько грандиозным, что люди с хорошим вкусом делают с ним селфи, поскольку абсолютно логично постоять рядом с правильным изделием и сохранить это событие на память. Лучшее, что может случиться на фестивале – поднятый капот. Астон Мартин Рапид с В12. Вживую их никто не видел. В дикой природе они единичны и почти не встречаются. Для этого и есть фестиваль Мемель Мотор Фест. Еще один поднятый капот самого красивого «Шевроле Камаро» Литвы. Ему за такое состояние можно давать награду на каждом мероприятии. Функция машины – напомнить нам и познакомить их. Мазерати Кватрапорте третьего поколения образца 1979 года с кузовом работы Джуджара. Двигатель V8. Это последняя в Италии серийная машина ручной сборки. Кузов шили в ателье так, чтобы не было ни одного шва, а подгонка точно по фигуре. Citroën – главный недруг Мазерати. Алехандро де Томазо купил фирму Мазерати у Citroën в 1975 году и боролся с ее инженерным наследием больше всего на свете, боясь ассоциации своих великих автомобилей именно с этим очаровательным Дэшво. Но мы-то знаем, что Citroën – это не только гадкий утенок, но и богиня ДС. Автомобильный фестиваль – это ведь мероприятие для взрослых. Самый главный акерман фестиваля. Узнали в машине Nissan 350Z в 33-м кузове? Если в дрифте по какой-то причине не все гоняются на BMW, а в виде исключения не только Toyota, тогда из альтернативных непременно будет такой Nissan. Почти. Только Джеймса не хватает. На фестивале довольно часто люди интереснее их машин. Хотя семейный Buick Roadmaster образца 92 года на базе Chevrolet Caprice Classic сам по себе шедевр, нескончаемый универсал с привычным для Америки задним сиденьем в багажнике. Он и едет хорошо, и звучит отлично, и для разглядывания на фестивале вместе с владельцем подходит идеально. На баннере сзади написано: «Любите превышать скорость? Создайте и приобретите персонализированный надгробный камень». Владельцам BMW актуально. Им нужно не только из-за высоких скоростей, у них ремонт, вечность, а цена смертельная. Зачем рисовать на автомобиле? Даже на заборе не надо рисовать. А уж машина категорически не подходит для росписи, даже в случае рекламы полировочных средств. Давай,
Помните Opel Monza? Немецкая попытка одолеть японские спортивные Toyota и Nissan. Двухдверное купе на базе флагманского Сенатора. Модель стартовала в 1977 году с гаммой моторов, где самым интересным был двигатель в 3 литра. Гоняла Монца блестяще, управлялась замечательно. Кровь кипятила отлично. Прожила в 1,5 поколениях. У нее была стартовая версия, затем рестайлинг, который осторожно провозгласили 2-м поколением, хотя это была все та же Монца, которую побоялись испортить. Машина редкая, уважаемая. Москвич 412. Все помнят, все знают. Был у каждого в семье или во дворе. На нем ездил дедушка, на него копил папа, на него рассчитывал внук, десятилетиями оставаясь в жизни литовцев и номерком в нескончаемой очереди. Запорожец тоже любят и коллекционируют до сих пор, наравне с иномарками. Этот автомобиль сопровождал биографии всех советских людей, был во всех союзных республиках, не забыт и привлекателен. Вопросы, ответы, реплики наевские, многократный. Паровоз для машиниста, театр для актера, балет для дочки Шувалова, парад для Трампа, Тесла для Маска. Аминь. Без назвы. Пикап Peugeot сделан не на базе Nissan, а на базе китайца Чинган F70 собирается в Китае. Перед тем, как сделать нынешний Peugeot Landtrek, французы смастерили машину по имени Peugeot Pickup, для которой был использован готовый китайский Dongfeng Rich, а он, в свою очередь, скопирован китайцами с Nissan Navara. Получилось смешно. 2 лютых конкурента отправились покорять ненужную им тему, взялись за пикапы и в ППХ схватились за одного и того же Nissan Navara. Renault с ним так и осталось. Peugeot в страхе исправила ошибку. Dreaming Android. Укажу на неточность. Лада Гранта не 20-летняя. Производство началось в 2012 году, что, конечно, не делает ее лучше. Укажу на неточность. Лада Гранта – это не новая машина, а рестайлинг Лады Калины, которой 21 год, что, конечно же, не делает ее лучше. На сегодня все. До свидания.